Здравствуй, народ! На связи Хакот, и это обзор моего фракционного сервера без вайпов, который будет действовать с разрешения Михаила Флэша в перерывах между оригинальной версией Орда Альянс. Данный проект является полностью независимым и отдельным от оригинальной идеи проектом, над которым работает небольшая команда, в составе которой на данный момент нахожусь я и Сеттл, на плечах которого лежит по сути вся техническая реализация проекта, за что я ему крайне благодарен. Ключевая задумка сервера – это реализация всего того, чего мне не хватало как игроку в целом в игре Rust, а не только на проекте Орда Альянс, а именно наличие крупных городов с централизованной властью, при этом с возможностью самостоятельно принимать решения, хотите вы жить в этих городах или не хотите. Отсутствие гниения у зданий и самое главное – отсутствие вайпов. Возможность сконцентрировать весь свой геймплей непосредственно на самом процессе игры, а не на фарме или вечном еженедельном строительстве того, что уже было построено множество раз ранее. Данный сервер предлагает вам, грубо говоря, два города-государства. И по сути только вам решать, какую роль во всей этой истории вам выбрать. Вы можете играть в обычный Rust и вообще забить на всю эту фракционную жизнь. Или постараться всеми своими силами сплотить всю фракцию в единый кулак и повести всех за собой. Или поддержать того человека, кто старается это сделать. Или вы можете быть торговцем, или вы можете быть разбойником, вы можете быть вором, вы можете быть тем, кем пожелаете. Но знайте, если вы нарушите правила сервера, за это у нас довольно жесткая кара. Если вы вор, то вы можете попасть в тюрьму. Если вы убийца, то вы можете быть забанен до конца месяца, а точнее до обновления глобального от разработчиков. Но все эти действия, негативные, пагубные, запрещены только по отношению к игрокам своей фракции, а урон по игрокам своей фракции здесь проходит и по зданиям, и по самим игрокам. Но к игрокам чужой фракции это, естественно, не относится. Вы не обязаны здесь воевать с чужой фракцией, вы можете при желании даже жить под одной крышей в одном доме. Но обманывать, атаковать, воровать, разного рода вредить игрокам чужой фракции не запрещено. А вот своей фракции запрещено. Поэтому имейте это в виду, играя на сервере. Итак, давайте по порядку. Зайдя на сервер, вас будет приветствовать многим уже знакомое меню выбора фракции, в котором есть краткое описание идеологии каждой из них. Это немного поможет разделить сервер на две более близкие по идеологическому духу группы людей. Под кнопкой «Присоединиться» есть цифра, которая показывает количество уже вступивших во фракцию людей. Как и в оригинальной Орде Альянс, у нас есть также лимит на разницу численности между фракциями. В нашем случае он равен 5. Однако для кланов у нас есть исключение, и если нескольким игрокам в клане не хватает места в выбранной фракции, то вы можете обратиться ко мне, Хакоду, в дискорде сервера, чтобы я присвоил нужную фракцию определенному игроку. Нажимая на «Присоединиться», вам открывается меню подтверждения вашего выбора, в котором на левом пергаменте расписаны ключевые правила нашего сервера, а на правом ключевые особенности выбранной фракции. Выбирайте фракцию с умом, так как сервер без вайпов и так просто сменить фракцию больше не выйдет. Меню подтверждения другой фракции. Если у вас стоят низкие настройки графики, то у вас могут возникнуть проблемы при прочтении этого меню. В этом случае вы можете кликнуть в верхней части экрана на это сообщение, и у вас откроется альтернативное меню, которое не зависит от настроек качества графики. При подтверждении выбора фракции вы начинаете игру почти как на обычной классике. Вас встречает по сути классическая карта, рандомный спавн и в целом полностью классические условия игры в плане рейтов и иных ключевых механик. То есть отсутствие телепортов, китов, повышенных стаков и тому подобное. Вместе с тем, нечто необычное, грубо говоря, всегда рядом, а что-то маячит прямо перед глазами и громко заявляет о своем существовании. И если вы однажды проявите к этому интерес, то произойдут изменения, которые отменить уже не выйдет. А именно, если вы решите перестать играть в обычную классику и захотите влиться во фракционную жизнь, посетив столицу своей фракции, то ваш стандартный спавн будет происходить уже только на территории столицы вашей фракции, а не рандомно по всей карте. Многие, кто играл на Орде Альянс, знакомы с главной, ключевой проблемой городов и деревень в игре Rust – сильное падение FPS. Такова оптимизация Rust в подобных условиях, и к этому следует быть готовым. Выходом из возможных проблем может быть полный перезаход в игру на территории вашей столицы. Это может многократно увеличить ваш FPS. По прибытии в столицу вашей фракции вам придет уведомление об этом в текстовом чате с пояснениями об изменениях, которые за этим следуют. Столица имеет ряд преимуществ, которые они предоставляют своим жителям. Первое. Пока онлайн небольшой, рейдить можно всю карту, включая спорный нейтральный город Росток, кроме столиц. При низком онлайне столица имеет полную неуязвимость к любому урону от игроков чужой фракции.
Второе. По всей карте, кроме столиц, действует классическая система гниения зданий. В самих же столицах, включая город Росток, полностью отключено гниение. Третье. Столицы имеют свои отличительные имбалансные свойства, даруемые игрокам. Олимп, к примеру, богат разного рода рудой в огромных объемах. А также имеет гораздо более высокий оборонный потенциал при битве столиц. Кроме того, под ним сконцентрированы все топовые РТ. Дарнас же, а точнее его прибрежные воды, крайне богат компонентами и металлоломом. Во-первых, в зоне прямой видимости находится большая нефтевышка. Помимо этого, под водой таится два супер-РТ, затонувший карго и подводный научный комплекс. Также немного западнее имеется затонувший древний храм. В затонувшем карго хранится примерно 7 элитных, 14 зеленых ящика и 2 крейта, не считая еще множества иного разбросанного лута внутри самого карго и в его окрестностях. В научном подводном комплексе также примерно 7 элитных, 14 зеленых ящика и 3 крейта. Вход в НПК производится с помощью красной карты. Выглядит это примерно вот так. В отсеке при помощи синей. НПК и карго можно застраивать, однако таким образом, чтобы это не мешало лутанию этих РТ игроками вашей фракции. В подводном храме есть небольшая вероятность найти готовые пасхальные яйца, вплоть до золотого. О, повезло. Видимо, мне везет. Повезло выбить золотое яйцо. Ха-ха-ха, да, мне точно везет. Также в Дарнасе есть все дефолтные магазины в своем торговом порту, к которым в дополнение идут кастомные торговцы и отсутствие КД на обмен. Четвертое. Зачастую в столицах игроки часто помогают и выручают друг друга по многим вопросам. Следует уточнить, что с ростом онлайна столицы начнут получать урон, но только с 12 утра до 12 ночи по московскому времени. Все другие места на карте, включая ключевой нейтральный город Росток, все так же можно будет рейдить в любое время, что сохранит полноценный геймплей дальневосточным игрокам, так как та фракция, что контролирует Росток, по сути контролирует весь сервер, ввиду его повышенной стратегической и экономической ценности. Росток находится в равном удалении от обеих столиц, что делает из него идеальный военный плацдарм. Кроме того, на его территории есть 4 застраиваемые и 1 незастраиваемая нефтекачка. Топливо крайне важно для обеих из фракций, ввиду труднодоступности их столиц пешим путем. Кроме того, на арене в Ростке имеются кастомные торговцы оружием, броней, медикаментами и амуницией. А центральный цитадель представляет из себя неприступную крепость со своей взлетной площадкой, продавцом коптеров и дрон-станцией. Когда откроются рейды столиц, центральный цитадель Ростка утратит способность к отсутствию гниения. Также под этой цитаделью в Ростке находится тюрьма для изгоев, нарушители правила сервера. Если вы попадете в изгой, то вы будете должны буквально отсидеть то время, на которое вас добавили в изгой. То есть, если игрока добавили в изгой на 8 часов, то таймер срока будет работать только если вы находитесь в игре. Для удобства реализована возможность авторизовать всю фракцию в любом отдельно взятом кодлоке или шкафу. Для этого вам нужно ударить киянкой по нужному шкафу или двери, а затем прописать команду /outh-a. Для ознакомления с другими вариациями применения этой команды просто пропишите в чат /outh. Также следует уточнить, что проект находится на стадии альфа-разработки. Во время игры возможно разного рода зависания, баги, откаты и падение сервера. Просьба ко всем участникам открытой альфы сообщать нам в дискорде сервера обо всех выявленных проблемах в ходе игры, а также предлагать нам ваши идеи по улучшению сервера. Также в случае, если произойдет сильный наплыв игроков и текущее оборудование не выдержит нагрузки, в первый же день открытия сервера мы перейдем на выделенную машину. Открытие сервера планируется 8 апреля в 17:00 по Москве. Также уточняем, что все добытые игроками ресурсы в период альфа сохраняются при выходе сервера из альфа-стадии разработки. Сервер может выйти из альфа с уже сформированной комьюнити игроков с уникальной историей и культурой каждой из фракций, которые выковали сами игроки. Рекомендую подписаться на ВК-группу сервера, в которой будет вся актуальная информация, а также на наш Дискорд, в котором вам нужно запросить роль игрока сервера, где также будут публиковаться все свежие новости. И это еще далеко не все, что придумано и разработано на нашем сервере. К примеру, почти все кастомно созданные локации можно полностью застраивать и обживать. Сама карта хранит в себе множество секретных локаций подобного и иного характера. В будущем мы планируем добавить захват квадратов, захват управляемого танка, которых на сервере может быть максимум 4, который будет определять, у какой фракции доминация в тяжелом вооружении, а также многое-многое другое.
Помимо разных локаций, в которых игроки сами могут создавать те или иные ивенты, как, к примеру, гоночный трек или арена, вас будут ждать и ивенты мирового уровня, в которых кто-то из вас сможет оставить ключевой след в истории событий этого древнего Азерота. Также ты что ж, издеваешься, что ли?